Приветствую вас! Есть такой целый класс радиостанций, безлицензионные радиостанции. Напомню, что чтобы выходить в эфир с обычной радиостанции, нужно на это иметь соответствующее разрешение. Либо разрешение на использование радиочастоты какой-то определенной, либо радиолюбительское разрешение для работы в любительских диапазонах. Так вот, есть еще специальные радиостанции, которые можно просто купить в магазине и просто ими сразу пользоваться, не получая, не имея никаких на это разрешений. Для работы таких радиостанций выделены специальные диапазоны частот, в разных странах разные. В России это диапазоны ЛПД 433 МГц и ПМР 446 МГц. В Америке, например, это диапазоны ФРС, GMRS 462 МГц и 467. И вот об одной из таких радиостанций с названием Retevis я вам расскажу в этом видео. Радиостанция Retevis RT649 работает в диапазоне частот ПМР 446 МГц и имеет 16 каналов, то есть расширенный набор каналов ПМР, не 8 каналов, как часто это бывает, а 16. Имеет выходную мощность полватта. Существует абсолютно такая же радиостанция, но для американского рынка называется она не RT649, а RT49 и работает в диапазоне частот ФРС GMRS 462 МГц. Продается эта радиостанция в виде комплекта, в коробке. В комплект входит две одинаковых радиостанции. Работать они могут с любыми другими радиостанциями ПМР-диапазона, а, естественно, не только между собой. В комплект также входит два набора аккумуляторных батарей размера АА. Можно использовать их, можно использовать любые другие аккумуляторы или батарейки. Также в комплекте есть провод USB для зарядки этих радиостанций, для зарядки аккумуляторов, установленных внутрь корпуса радиостанции. Соответственно, на боковой стенке радиостанции есть разъем micro-USB. Существует также вариант этих радиостанций с зарядным устройством в виде подставки настольной, в которой устанавливаются сразу две радиостанции. И у таких радиостанций на обратной стороне корпуса есть, соответственно, контактные площадки для зарядки аккумуляторов. То, что в качестве источника питания используются вот такие вот аккумуляторы размера АА, по-моему, тоже очень удобно для бытовых радиостанций, так как вместо этих аккумуляторов всегда можно приобрести и использовать обычные батарейки, как, например, я сейчас и сделал, установив сюда вот такие вот батарейки одноразовые, а не аккумуляторы. И такие подобные батарейки всегда можно найти, в любом месте купить. А аккумулятор, соответственно, если он специальный под эту радиостанцию, то нужно приобретать именно специально такой, именно под эту радиостанцию. А таких батареек можно с собой в какой-то поход, в путешествие взять, во-первых, сразу много, во-вторых, можно купить на месте всегда. Конечно, в профессиональных радиостанциях и в радиолюбительских удобнее, чтобы был свой специализированный аккумулятор с значительной емкостью, литий-ионный. Но в таких вот ПМР, ЛПД радиостанциях, в безлицензионных, в бытовых радиостанциях, на мой взгляд, гораздо удобнее, когда можно установить стандартные бытовые батарейки размера АА, а не искать специализированный аккумулятор именно под эту модель радиостанции. На передней панели этой радиостанции есть жидкокристаллический индикатор с красивой зеленой подсветкой, не какой-то желтый, рыжий, синий, голубой, а именно зеленый, по-моему, очень красивый. И есть 6 кнопок. Одна из этих кнопок – это вход в меню, в котором мы можем поменять номер канала от 1 до 16, номер субтона от 0 до 121. Дальше мы можем выбрать вид вызывного сигнала. В этой радиостанции есть функция вызывного сигнала, грубо говоря, это тональный вызов. Вот так он может звучать. И вот этих тонов вызывного сигнала, их существует несколько, и можно, соответственно, их выбирать в меню. Кроме этого, в меню также регулируется чувствительность срабатывания ВОКС, который можно включить и отключить. Также в этой радиостанции есть некий двойной прием, это когда радиостанция сканирует по очереди два канала. Можно выбрать, соответственно, какой-то у нас дежурный канал будет, она будет его всегда сканировать, и тот канал, который у нас сейчас выбран основным рабочим. Конечно же, в этой радиостанции есть простое сканирование всех каналов, который включается отдельной кнопкой на передней панели. Если эту кнопку нажать с удержанием, то у нас сработает функция открытия шумоподавителя, то есть функция монитор. Есть две кнопки со стрелками вверх-вниз, которые в меню позволяют менять номер канала, номер субтона и любые другие параметры. А если не заходить в меню, то эти кнопки просто у нас регулируют уровень громкости. Еще в этой радиостанции есть светодиодный фонарик, он не очень яркий, но все равно может пригодиться. Тоже включается отдельной кнопкой на передней панели. В нижней части корпуса есть вот такое вот плоское, достаточно большое отверстие, за которое можно привязать какую-то веревочку или ремешок, и на этот ремешок повесить радиостанцию, например, вот так вот. Марина, ты куда пропала? Ты же в магазин пошла. Почему тебя так долго нет? Я тут
Отдыхаю, недалеко прилегла. 35 градусов жары мне. Жарко. Жара, говоришь? Тогда пошли на пляж купаться. Пошли. В эфире сигнал этой радиостанции звучит так. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка переносной безлицензионной радиостанции Ритевис РТ-649. Прием. Ее сигнал принимал сейчас трансивер FT-847 вот здесь у меня на столе. По конструкции радиостанция представляет из себя пластиковый корпус из двух половинок, внутри которого расположена одна печатная плата. Спиральная антенна припаяна непосредственно к этой плате. Большинство компонентов расположено с одной стороны платы. Радиочастотная часть полностью закрыта металлическим экраном. На чем именно она сделана, не видно, но ясно, что это не супергетеродин. Вот как раз для таких простых маломощных радиостанций, бытовых радиостанций, у которых антенна не подсоединяется разъемом, а установлена непосредственно в корпусе, и простительно применение радиочастотного тракта, сделанного на одной микросхеме RDA-1846. Эта микросхема специально для таких радиостанций и была разработана. А вот применение ее в 5-ваттных полноразмерных радиостанциях, которые работают во всем диапазоне частот VHF или UHF или и там, это уже как раз плохо. Может быть, позже появятся другие микросхемы, имеющие в сотни или в тысячи раз лучший динамический диапазон, приближающийся к динамическому диапазону нормальных радиостанций. Тогда можно будет делать радиостанции на одной микросхеме. А пока только вот такие ЛПДшки и ПМРки. И еще раз хочу обратиться к радиолюбителям, которые в комментариях к обзорам профессиональной техники или к обзорам вот таких вот безлицензионных радиостанций пишут: да я лучше куплю радиолюбительскую радиостанцию. Конечно, вы лучше купите, потому что вы радиолюбители, она для вас и предназначена. А вот такие вот радиостанции, бытовые, предназначены для использования людьми, не знающими, что такое мегагерцы, килогерцы, длина волны и так далее. То есть это радиостанции для обычных людей, которые, во-первых, не знают многие технические подробности радиосвязи, во-вторых, не имеют разрешения на работу в любительском диапазоне. Мой рассказ о комплекте безлицензионных радиостанций ПМР диапазона Ритевис РТ-649 закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Ссылка на страницу, где можно приобрести такие радиостанции, есть в описании к этому видео. Используйте различные радиостанции в бытовых целях, в профессиональных, в радиолюбительских. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.